Всем привет! Сегодня будем готовить кимчи. Хотите, ругайтесь на меня, хотите, нет, но я делаю именно так, адаптированно к нашим продуктам, которые можно достать, купить. Ну, получается очень вкусно, но не знаю, насколько это действительно соответствует настоящей корейской кухне, настоящему корейскому кимчи. Ну, во всяком случае, я думаю, этот рецепт стоит попробовать хотя бы один раз сделать. У меня 3 качанчика пекинской капусты, каждый примерно на килограмм. Ну, я отрежу здесь кочерышки, у меня здесь 3200, и примерно как раз будет 3 килограмма. Можно использовать кочаны целиком, но мне больше нравится, когда я срезаю вот эти вот грубые попки и качан делю напополам. Первым делом мы сейчас просолим нашу капусту. Я все это буду укладывать в большой тазик. Так, кочаны у меня помытые, лишние какие-то плохие листочки, которые мне не нравятся, я убрала. Срезаю вот так вот попку, корешок, черешок и просто напополам. Закручивать я не умею эти листочки красиво, поэтому вот в таком виде. Дальше я все это просто складываю сюда в тазик и дальше будем солить с вами. Теперь солю капусту. Здесь не особо важно, сколько вы этой соли будете использовать. Важно крупной солью, каменной солить. Потому что если слишком много будет соли, то мы потом промоем эти листья. Здесь ничего страшного. То есть солю на глаз. И теперь мне все вот эти листочки надо перебрать, чтобы на них на всех соль попала. И добавить немножко воды. Я добавляю фильтрованную воду, чтобы у меня все это посолилось несколько часов. Периодически листья я буду тоже переворачивать. Можно кочаны солить целиком, но у вас на это больше времени уйдет. Я не вижу в этом смысла, потому что листья я все равно не закручиваю. Воды я добавляю 2-3 стакана. Ну, смотрите сами, так, чтобы у нас капуста потом все равно сок тоже выпустит. Капусту я не бросаю. Я буду к ней подходить, переворачивать нижние слои наверх, верхние вниз. И готова она будет, когда вот такой вот плотный, толстый листочек станет гибкий. То есть он будет вот такой вот мягкий. И в таком случае это говорит о том, что все, капуста просолилась, можно дальше готовить. Ну, потребуется на это часа 3-4. Зависит, наверное, от объема, который вы засаливаете. Капуста у нас уже практически просолилась. Она уменьшилась в объеме и стала довольно-таки мягкой. Вот. И сейчас мы пока займемся приготовлением соуса. Нам понадобится полная вот такая вот чашка чеснока, 3 луковицы. Лук у меня мелкий. Если у вас крупный, можно взять одну большую луковицу или парочку. И морковь. Я люблю делать с морковью, но кто-то еще добавляет и дайкон, можно добавлять даже огурцы. Но мы ограничиваемся морковкой. Лук и чеснок я измельчаю в блендере. Нам нужна из него кашица. А морковку я натираю соломкой. Ну, не я натираю, натирает мясорубка. Овощи подготовлены, сюда же еще можно использовать имбирь. Пока это оставим, и нам нужно сделать сейчас рисовый кисель как основу нашего будущего соуса. Для киселя мне нужно пол-литра воды, и сюда же я добавляю рисовую муку. Ну, примерно 3 столовых ложки, если берете с горкой. Растворяю в холодной воде, и затем мне нужно все это довести до кипения, чтобы кисель вот этот вот загустел. Ой. При постоянном помешивании довожу до кипения, но не кипячу. Просто дожидаюсь, когда мой киселек загустеет. И сюда добавляю 3 столовых ложки сахара.
Когда соус у нас остыл, вот этот рисовый киселек, мы уже можем приготовить окончательную заправку, все перемешать и заквасить. Но поскольку капуста у нас просаливалась, нам нужно ее сейчас промыть, чтобы лишняя соль, которая в ней, возможно, накопилась, она у нас ушла. Вот видите, какая она стала гибкая, мягкая. Как раз то, что нужно. Но сейчас я промываю это все фильтрованной водой и стараюсь, чтобы жидкости у меня не оставалось. В заправку я добавляю 1 чайную ложку с верхом молотого имбиря и красная паприка молотая, то есть сладкая паприка. Короче говоря, сладкий красный перец. Я добавляю, ну, знаете, 2-3 пакетика. Вы можете добавлять и острый перец, но, честно говоря, с острым мы не очень любим. Но здесь на ваш вкус. Ну, я сейчас положу 2 пакетика, потом попробую. Может быть, досыплю сейчас 3-й. Так, сюда же я выливаю соевый соус. У меня пол чашечки от мультиварки. Ну, тоже нужно по вкусу пробовать, чтобы в меру было соленый. Конечно, идеально, если вы найдете рыбный соус, но у нас такого не встречается. Поэтому довольствуемся обычным соевым соусом. И, конечно, сюда же отправляю наши овощи подготовленные. То есть вот такое вот пюре из лука и чеснока. Все сюда же. Достаем. Я досыплю все-таки 3-й пакетик. У меня получится 30 грамм молотой паприки. И другого перца я уже больше не добавляю. Вы смотрите, любите острый, можете добавить острого перца. Можете черного перца. Но черный, мне кажется, будет хуже. Надо, наверное, чили добавлять, что-то такое. Ну, вы можете попробовать этот соус. Он должен быть достаточно острый, соленый. И в последнюю очередь мы уже добавим с вами морковку. Не знаю, влезет оно у меня сюда или нет. Ну и да. Если мы с вами понюхаем этот соус, он прямо настолько аппетитно пахнет, что его хочется пробовать есть ложкой, но это будет очень остро. Ну и нам нужно все-таки приготовить и заквасить нашу капусту. Итак, мы берем какую-нибудь емкость большую и начинаем промазывать как следует наши капустные листья. У меня это будет вот такая большая стеклянная банка. Она на 3 литра или даже, может быть, чуть больше. Удобно, у нее широкое горлышко, то есть потом эту капусту будет вам удобно доставать. Итак, мы можем брать отдельно листочки, обмазывать. А я, ну, знаете, делаю проще. То есть я вот каждый листочек обмакиваю и отправляю туда в банку. Прям так вот руками. Я одела специально перчатки, потому что соус у нас получился острый. Не бойтесь, все будет нормально. Будет вкусно очень. И эта острота, она не будет так чувствоваться. Все. Вот видите, все листья должны вот покрываться этим соусом. Вот таким образом я наполняю банку. У меня уже сейчас текут слюнки, потому что я знаю, какая получится у нас в итоге вкуснятина. Конечно, листья можно было не разрывать, а целиком оставить, но, честно говоря, тогда нужно как-то закручивать их по-особенному. Ну, мы не заморачиваемся и просто вот эти вот половинчатые листья их кушаем. Достаем, их удобно достать, несколько листочков. И есть. У меня чуть-чуть не уместилось в мою банку. И я делаю, видите, ее не до конца. То есть мне нужно оставить место для того, чтобы организовать, ну, такое вот давление, гнет. Я его буду делать с пакетом с водой, поэтому вот это место, оно мне нужно будет не до конца. Остаток я как какую-нибудь маленькую банку сейчас возьму, сложу. Соус у меня остался как раз и несколько листочков. А теперь посмотрите, что я сделала. Я взяла пакет, налила туда водички. У меня двойной пакет.
Вот. Мне нужно это для того, чтобы там не было воздуха. То есть вот этим вот пакетом мы с вами весь воздух оттуда убираем, и капуста у нас не всплывает. Затем, может быть, чуть побольше нужно будет налить туда воды, когда вы будете постепенно кушать. Оставляем банку на брожение при комнатной температуре. На это уйдет 2-3 суток. Если хотите поострее, покислее, 5 дней можно выдерживать. И дальше, когда вы уберете в холодильник, капуста все равно у вас продолжит изменяться ее вкус. И вот через неделю в холодильнике, после ее созревания, после ее ферментации, она очень вкусная. Мы прям вот ели, и это очень классно. В холодильнике вы можете хранить ее до 6 месяцев, и чем дольше, тем действительно становится все вкуснее и вкуснее. Все, с маленькой баночкой поступаю сейчас точно так же, и все это оставляю. И еще важно банки устроить в какую-то тарелочку, потому что когда у нас будет брожение, может отсюда вот вытекать. Крышку тоже плотно не прикрывайте, просто закрываю, чтобы туда ничего не налетало, не попадало. Мы перекрыли с вами доступ воздуха, и просто я прикрыла вот так вот аккуратненько крышкой. Все, осталось теперь дождаться и продегустировать готовый кимчи. Вот такая вот у нас с вами заготовочка получилась. Хватит надолго, на месяц, думаю. Очень вкусно и полезно. Попробуйте обязательно, сделать совсем несложно. И получается классная закуска, классный салат и продукт. Поставьте лайк этому видео, если вам понравилось. И не забудьте подписаться на мой канал.